Привіт, мене звати Поліна. Я приїхала з України, з Києва. Стіпроскарту «Сильні разом» спільною страховою компанією «Літовоздрав-Дімас» автоматично страхує всіх українських дітей, які прибули до Литви особистим страхуванням. Додатково нічого робити не потрібно, а в разі настання нещасного випадку батькам або опікунам потрібно звернутися до страхової компанії «Літовоздрав-Дімас». Привет! Значит так, первое. Меня зовут Андрей Стапинас. Вы смотрите программу «Держитесь там». Это второе. Мы выходим накануне Российского Дня Победы. Это третье. И тут важно подчеркнуть российского, так как в этом году на параде в Москве не будет ни одного иностранного гостя. И победы не будет. И в целом в следующем году поменяют название и будет День получения звезды. Я говорю «звезды», потому что я из хорошей семьи, и слово «пизды» произношу только тогда, когда вижу Скобееву и Симоньян в одном кадре, и ударение тогда я ставлю иначе. День получения звезды. Праздник, который рашисты, вытирая не имеющие аналогов в мире сопли, будут вспоминать еще очень долго. По словам пресс-затычки Путина Дмитрия Пескова, никого не приглашали, так как это не юбилейная дата. Ну, опять же, последний раз празднуйте, ребята, последний раз. Могли бы соседей и позвать. Посидели, послушали песню про Чака Норриса, поплакали бы и повесились. Я как Чак Норрис, я очень крутой, а ты не хочешь дружить со мной. Я как Чак Норрис, я воу-воу-ап, хватит игнорить, зайди в WhatsApp. В этом году, чтобы посмотреть на российскую военную технику, нужно идти не на Красную площадь, а в украинские поля. Если раньше по весне в полях жгли за зиму высохшие сорняки, то теперь там тлеет мощь путинской армии, а личный состав их удобряет. На российский праздник не пригласили даже преданного фаната России, почти полковника российской армии Александра Лукашенко. Путин полковник обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил. Но полковника кого может присвоить Путин? Российская армия. Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии? Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша. Подождите. Пообещал, делай. А ведь жаль, что звание не присвоили. Был бы лишний полковник на параде к 9 мая, так как российских полковников почему-то стало не хватать. Как говорит Арестович, ну, так вышло. А мы готовы к новому выпуску «Держитесь там» и рады приветствовать наших зрителей. Эта неделя прошла под знаком ошибки Сережи. Сергей Лавров, которого с натяжкой можно назвать дипломатом, сравнил Зеленского с Гитлером и заявил. Но то, что аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться. Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Не без урода, в семье не без урода, как у нас говорят. И в этом заявлении Лаврова прослеживается так называемая обратная логика россиян. Извращенная, но все же. Если самые большие антисемиты – это евреи, то самой большой безалаберностью отличаются немцы. Итальянцы ничего не понимают в пасте и пицце, Англия не остров, а Россия – страна-победитель. Поняли? Ну вот и все. Берешь российское заявление, читаешь наоборот. Мы не нападали на Украину, значит нападали. Украинцы стреляют своих, значит защищают. Когда россияне спрашивают, где вы были 8 лет, это значит, что они там были 8 лет. Обратная логика – понять, но не прощать. А мы переходим к рубрике «Победы России». Украина объявила о том, что у Змеиного острова потопило 2 российских патрульных корабля.
Ну что ж это за остров, Бога ради? Остров невезения. Да, видимо, на российских картах Змеиный остров теперь значится так. Остров невезения. Дороги в Украине 33 несчастья. Закрытые для российских самолетов небо пролетом. А Украину называют обломом. Да-да, так и называют. Украина – облом России. Еще к одной победе России можно причислить и то, что по решению УЕФА в следующем сезоне в Лиге чемпионов не будет российских клубов. Ну, получается, что теперь Россия может сама себя называть хоть чемпионом стратосферы. Никто не претендует. Плюс можно не платить миллионы футболистам. Во-первых, нечем, во-вторых, зачем? Еще одну победу в копилку России и принесла семья Лапиных. Дело в том, что папа Лапин, по совместительству генерал-полковник российских войск, вручил командиру танкового полка Денису Лапину, по совместительству своему сыну, награду за мужество и отвагу во время войны в Украине. Ну, напоминает стихотворение. «Крошка сын к отцу пришел и спросил малец, ничего, что я дебил, таки я пиздец». Из этой ситуации можно сделать один лишь вывод. Звание гнида передается по наследству, а отсутствие человеческого у семейства Лапиных – это их конек. И главная победа. Кремль отказывается от термина «денацификация», потому что россияне его не понимают. По сообщениям источника издания «Проект», люди, которых опросили кремлевские власти, не смогли объяснить, что это значит. А некоторым даже сложно это слово выговорить. Абр! Включите фонограф. Абр! 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 Ой, это феноменально. Абр! 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 Может быть, он есть хочет? Абр! Абр! Принесите, пожалуйста. Абр-валк! Абр-валк! Профессор, на наших глазах происходит чудо. При попытке понять слово «денацификация» сломались многие, ну просто сломались. Работники биржи смогли услышать только акции, математики – цифры, синоптики слышали день, а все российские звезды понимали только букву «Я» и чувствовали запах денег. Киркоров при просьбе «произнеси слово «денацификация» спел в ответ про перья, да про зайку. Попросили Газманова, а он в ответ сальто. Попросили Любе, а они там новую песню про речку, водку и поля. Аж плакать захотелось. Попросили Тимати, ну у него изо рта дерьмо полилось. В принципе, как всегда. Один Машков молодец. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признание Европы. О своем увольнении заявил личный оператор Путина Илья Филатов. Последним, что он снимал, было обращение о начале войны в Украине. Свой уход он пояснил тем, что достиг потолка в профессии. Вот ты думаешь, что ты на самом верху, как вдруг сверху тебя приветствуют операторы свадеб и корпоративов. Говорят: «Здравствуйте, коллега». Состоялся очередной телефонный разговор Макрона и Путина. На этот раз ребята разговаривали более 2 часов. Ощущай! Ощущай! Ну и что? У каждого свое хобби. Кто-то собирает брелки, кто-то марки, кто-то путешествует или разводит собак. Ну а кто-то звонит психопату и с ним разговаривает. Каждый макронит, как он хочет. В Белгороде убрали памятник пожилой женщине с флагом Советского Союза, ставший символом поддержки спецоперации в Украине. По словам мэра, он начал подвергаться актам вандализма. Ой-ой-ой. Мэр сообщил, что новое место для памятника выберут таким образом, чтобы у жителей не было возможности контактировать с ним. И тут мне прослеживаются такие параллели с президентом России. У людей нет возможности с ним контактировать. Но многие, я уверен, хотели бы провести с ним акты вандализма. В связи с приходом в Европу русской весны мы тоже решили в Литве прибраться и убрать памятники советским воинам-освободителям.
ладно, это наша шутка, это монтаж. Но памятники оккупантам у нас слетают как тополиный пух. Это как новые отношения. Все хорошо, но фотографии прошлой пассии лучше спрятать и в Инстаграме от нее отписаться. Это как песни Сиси Кетч. Никто не слушает, а компакт-диск дома валяется. Дело в том, что для литовцев победа во Второй мировой войне завершилась советской оккупацией. И нам не нравится, что памятники советскому солдату с уродливым автоматом в руках стоят в Литве. Это как ее бывший на вашей свадьбе. Вроде бы и хрен с ним, но лучше все-таки его не приглашать. Это памятники оккупанту, который грабил, убивал, издевался над народом Литвы более 50 лет. Теперь он тем же самым занимается в Украине. Из советского он превратился в российский, но сути своей котик не поменял. Какие памятники ставят сами россияне? Оригинальные, не похожие ни на что, с двойным и даже тройным дном во всех смыслах этого слова. Например, знаменитый памятник Аленке из Нововоронежа, которая так радовала горожан, что простояла не больше недели. Говорят, ее очень боялись дети. Так получается, женщину со страшным лицом убрать можно, а солдата с автоматом нельзя. Хотя пугает он наших детей не меньше. Или вот еще тот памятник, посвященный очистке внутреннего русского мира. Памятник Клизме в Железноводске. Вот это я понимаю памятник и вещь полезная. Такой памятник все дерьмо из российского человека выведет. Вот еще памятник водопроводу в Мытищах установлен в честь московского централизованного водопровода. Судя по памятнику, воды в Мытищах как не было, так и нет. А мы еще удивляемся, что на россиянцев производят впечатление стиральные и посудомоечные машины. Ух ты, что-то такое! В Тюмени есть памятник комару-нефтесосу, как напоминание о величии России, которая звенит и надоедает всему миру. Из земли сосет нефть, но может быть прихлопнута санкциями в 1 секунду. Есть еще у них памятник табурету, но мне кажется, что не закончен. Ведь в стране, где процветает тюремная романтика, должно быть как минимум 2 табурета. На одном из них пики точенные, на втором члены Госдумы. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил. Ну ты чего? Ты чего? Хулиганы выкинут! Помогите! Хулиганы зрение лишают! И раз мы заговорили о тюремной лексике, то стоит отметить, что в России криминальный жаргон используют практически все, начиная с дворовых хулиганов, заканчивая президентом России. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Жертва недавнего покушения и давнишнего аборта Владимир Соловьев проехался по жителям и руководству Екатеринбурга, назвав их чрезмерно либеральными и теми, кто породил неонацистов. В защиту горожан выступил губернатор Евгений Куйвашев, который пожелал Соловьеву следить за своим языком. Реакция Соловьева была незамедлительной. На слова Соловьева уже обиделся шансон-музыкант из Урала Александр Новиков, который высказал несколько авторитетных слов. Слышь ты, Штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города, а еще лучше закуси свое поганое жало. Вы видели, сколько икон? Сразу видно, что человек практически святой и дурного не пожелает. И лично Соловьеву и по второй щеке залепит. Ну, пусть и литовец, но я «Бригаду» смотрел, да? Тараратам, тарарататам, космос красавчик. И я разбираюсь в этой российской криминальной романтике. Ну и «Бандитский Петербург» тоже смотрел. И книжки читал. А что?
И вот несколько слов и выражений, которые помогут любому авторитету. Соловьина означает обманывать всех. Например, человек может так заниматься соловьиной, что даже забыть, где правда, а где ложь. Путинина – это отдалиться от всех. Человек может так бояться всех, что начинает путинину. Не появляется на публике, запирается в бункере, сколачивает огромный стол. Лавровина – это позорно провалить свое дело. Ну, ты занимаешься тем, что налаживаешь коммуникацию между странами. И вдруг начинается лавровина. И больше с тобой никто не разговаривает вообще. Позвать петушару – это пригласить на концерт, поддерживающий спецоперацию известного исполнителя. И позже можно смело рассказывать своим друзьям, что на празднике были все петушары – Басков, Газманов и Любэ. Рогозить – воровать из общака. Захаровщина – дань, которую платишь за высокий государственный пост, позорясь на весь мир. Ну а фраза «жизнь ворам, смерть мусорам» теперь звучит как «жизнь милиционерам, срок оппозиционерам». И в целом наезд на своих становится для российских пропагандистов второй привычкой. Смотрите, Соловьев наехал на Екатеринбург. Киосян на Казахстан, Симонян на Киркорова. Ну, напоминает русскую поговорку «бей своих, чтоб чужие боялись». Ну, бояться таких идиотов. Ух, задачку ставишь, барин. Просто наши войска сегодня нанесли удар по центру принятия кокаина. А теперь к рубрике «Арест недели». Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о новых автозаках в городе Москва. И теперь аресты будут более комфортными. Надеюсь, что в 2022 году, я об этом скажу, будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми, так сказать, комфортными условиями доставки людей. К такой новинке должна быть и хорошая реклама, иначе не заметит разницы. Дорогой митингующий, наш новый автозак оборудован туалетом и кондиционером. Наши дружелюбные ОМОНовцы, профессионалы своего времени, бьют так нежно, что следов не остается. Донесут и довезут с ветерком, хоть и до Сибири. Вид из окна такой же, решетка, но мы повесили шторы с видом на море. А в пути вас ждет лучший шансон, игра в козла, разговоры по понятиям. И все это от наших сотрудников. Такими автозаками завидует даже Северная Корея. Ну, от чудесного к прекрасному. С гуманитарной миссией ООН Львов посетила Анджелина Джоли. Она пообщалась с беженцами, волонтерами и врачами. Приезд голливудской актрисы в Украину не прошел мимо Дмитрия, прыгнув в космос на батуте, Рогозина. Его так впечатлила эта поездка, что он даже посвятил Анджелине стихи. Давайте их разберем. Вот сейчас я вам покажу. Давай к нам на Донбасс. Здесь водка, пиво, квас. Так, значит, во-первых, Дмитрий понижает градус. Во-вторых, лица руководителей Донбасса наличие этих предметов, конечно же, подтверждают. Крутые здесь ребята, как дубик в 3 охвата. Я не специалист, но не исключаю, что для российского 200-го груза нужен именно такой дуб. Ведь русские своих не бросают и для каждого приготовят такой ящик. Дальше. Здесь есть у нас и бутер, здесь есть у нас и брод. И бред откроет Пита от уземления рот. Да, пугали вы нас кнопкой «Сиди и трепещи». Но больше нас пугают Рогозина стихи. А он говорит, красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел и видеть снова рад. Может, Рогозин и рад, но не рада оказалась одна медиаперсона Тина «Та еще шкура Канделаки», которая написала, что ее тошнит от Анджелины Джоли и зарядила тут же песню про 8 лет, про где вы были и так далее. Ну, как говорится, соловьина головного мозга. Таких в России теперь очень и очень много.
А как, по вашему мнению, должна закончиться эта спецоперация? Ну, как бы должна бы закончиться, чтобы Путин, Владимир Владимирович, нажал кнопку, чтобы смыть Украину с лица земли, чтобы Украина была русским городом, а не военным городом, который убивает людей. И по идее, теперь в рамках проекта «Джоли замещение» россияне должны переснять все фильмы с Анджелиной и сделать российские ремейки. «Малефисента» будет про злую ведьму. Здесь Джоли будет вынуждена сыграть Марию Захарову, мою ненаглядную. Главным отличием будет то, что вместо рогов у ведьмы будет шапочка из фольги, которая дает невероятную силу тем, кто ее носит. Особо опасен. Ну, там вообще менять ничего не надо. Анджелина Джоли делает искусственное дыхание Константину Хабенскому, который будет символизировать свободную Россию. Мистер и миссис Смит. В российском варианте будет называться мистер и миссис Свифт. Анджелина исполнит роль Наибулиной, простите мой литовский акцент, Набиулиной, конечно же, а роль мистера Свифта исполнит нынешний министр экономики Максим Решетников. Фамилия у него максимально подходящая, потому как экономика России как решета. Через него все сыпется, остаются только самые крупные олигархи, которых потом можно обобрать. Ну и, наконец, конечно же, Лара Крофт, расхитительница гробниц. Этот фильм переснимут уже после падения путинского режима и смерти Зюганова. Анджелина Джоли самолично, своими руками вынесет Ленина из мавзолея, а под его телом обнаружит сокровище партии, который туда и прятал Зюганов все эти годы. И вообще, эту войну лучше всего характеризует факт, что к раненым украинцам приходит Анджелина Джоли, а к российским солдатам – Петросян. Ну и напоследок, на китайском государственном телевидении показали карту, демонстрирующую, к каким странам отойдет Россия после развала. Ну, оказалось, конечно, что карта это фейк, и ничего такого похожего китайское телевидение не показало. Но мои ребята решили, что нужно подумать о будущем, и поэтому мы предлагаем свои поправки к карте. Что будет с городами и регионами России после ее развала? По нашему предложению, все города, в названии которых присутствует окончание «бург», это Екатеринбург, Оренбург, Санкт-Петербург, автоматически причисляются к немецким и присоединяются к Германии. Сложнее всего Германии придется с городом Шлиссербург, ведь о нем ничего не знают ни немцы, ни сами россияне. А он такой есть. Урал предлагаем отдать Швейцарии, потому что Швейцария – это горы, Урал тоже горы. И все выглядит логично. Справа горы, слева горы. Да. Ну а для уральцев это единственный вариант увидеть жизнь как в Швейцарии. Японцам отдаем Курилы, китайцам Сибирь, казахам Рахмет, Москву отдаем Таджикистану. Они так долго ездили туда работать, что, видимо, устали, а в Москве надо отдыхать. Эстонцы вернут половину Нарвы, латыши наконец-то вернут себе Юрмалу. Ну а Литве ничего российского не нужно. Мы просто заберем часть Беларуси, чтобы за солью не бегать. И когда Литва будет граничить с Украиной, наши народы станут еще ближе. Хотя куда там еще ближе? На этом все. Держитесь там до следующей недели с Кариной. Пока!